Это «Запах напалма по утрам». Шоу, где люди из киноиндустрии смотрят фильмы и разбирают их с точки зрения своих профессий. Сегодня вместе с нами режиссер, сценарист и композитор Роман Каримов. Ром, привет, очень здорово, что ты пришел. Ну что, начнем смотреть кино? Я восхищаюсь драматургической и вот режиссерской составляющей этого фильма. То есть не просто кино, которое мне нравится, а я понимаю, почему оно так великолепно работает и почему оно производит такой невероятный эффект. Главное, кстати, еще момент, что этот же самый режиссер снял авторемейк своего же фильма в Америке. Его не надо смотреть. Да, смотрите оригинал. 88-й, да, год? В общем, мы видим пару. Они явно расположены по отношению друг к другу. Плюс режиссер очень хорошо сделал то, что очень обаятельная главная героиня. Она ему рассказывает, вот они въезжают, как ни странно, из такого яркого света, въезжают в туннель. И она припоминает, что она видела сон, что она находится в золотом яйце, который защищает ее. И она говорит о том, что она в космосе в этом была не одна. Что она почувствовала, что есть еще второе золотое яйцо. У них кончается бензин, и они находятся в опасной ситуации в туннеле без возможности убрать машину. Они на фоне этого ругаются. Она упрекает его в том, что он недостаточно ответственно относится к их безопасности. И вот, кстати, они здесь видят как раз эти два золотых яйца. Это кино сплошь построено на символах, на предпосылках того, что произойдет в конце. Вот эти две оболочки, в которых они находятся, ты это уже знаешь. Да. Мы это не будем, одна из лучших говорить. концовок кино. Это одна из самых лучших концовок вообще за всю историю мирового кинематографа. И он, на самом деле, здесь ушел, и он довольный, что он одержал как бы победу как мужчина, то, что он ей доказал, то, что его эго торжествует. Все-таки она девушка, и он не должен был ее так отпускать, даже несмотря на то, что у них есть разногласия. Оставлять одну в это. Безусловно, это же опасно и прочее. Ну, они, понятно, поссорились, и он решил ее тем самым наказать, но это безответственно, конечно, с его стороны. И она, естественно, покинула машину и ушла. Он сейчас ее заправит, вернется, они помирятся, но затем дальше произойдет нечто, как бы является названием фильма, да. Потому что она исчезнет на абсолютно многолюдные заправки, где люди потоками ходят, и она исчезнет, и все. Этот человек не может ее найти нигде. Причем по режиссуре круто сделано то, что, вот, зная название исчезновения, я думаю, что она исчезнет здесь в туннеле. Ну где еще исчезать? И это очень хорошо, потому что мы понимаем, почему у него есть чувство вины перед ней. То есть мы понимаем его одержимость. Он же будет до конца фильма ее искать. И не просто искать. Он положит на это, всю свою жизнь. С кем неистовством обусловлено именно то, что она его простила, они помирились, а он чувствует вот это чувство вины за то, что он ее покинул. И затем вот он не может отпустить. У него прекрасная новая девушка. Он может вообще жить как хочет. Его предупреждают о том, что ему не надо ее искать. Но он продолжает это делать. И в конечном итоге он вот пожнет эти плоды. Это кино полно предпосылок, которые работают на феноменальную концовку. Первый раз я смотрел, и я просто смотрел, как такое телевизионное кино. Я слышал, что это хорошее кино. Смотрел, думал, что шляпа хреново снята, неинтересно, юмора нет, ничего нет. Опа, концовка, нифига себе. Я такой, оу. И у меня застряло это кино как феноменальное. Я просто офигел. А вот недавно я пересмотрел, и я понял, что эта концовка, несмотря на простоту ее и яркость. Она очень подготовлена. Она не работает без вот этих вот подготовок. На самом деле, это великая режиссура, когда ты думаешь, что ты смотришь просто такое стандартное кино, а потом тебе лопатой по голове, и ты ходишь и неделями не можешь кино выкинуть из головы. И я понял, почему это сработало. Сейчас уже, видимо, более насмотренный, более анализирующий. Я понимаю, что концовка работает только благодаря тому, что все кино соткано из предпосылок. Здесь нет лишних деталей. Все работает именно на концовках.
Ну, то есть такое Да. кино подразумевает того, как ты считаешь, что его нужно смотреть много-много раз, каждый раз заново, ты будешь находить какие-то новые штуки? Смотря его в первый раз, я получил огромное удовольствие по результату. Есть такой фильм, например, ну, я не знаю, там, «Жизнь других». Я знал, что это классное кино, Оскар завоевал, но я не мог его смотреть. Я вот смотрел, да ё-моё, да, шляпа какая-то. И затем, когда я понял до финальной концовки, я такой, да это шедевр. Мы понимаем, что это чувак, который прослушал и казался мудаком все это время, на самом деле оказался спасителем. И это такую веру в людей как бы зарождает, что это прям великолепно было. Очень много таких фильмов. Здесь каждая буквальная деталь, здесь даже формальные есть детали. 2 монетки закапывают в землю. Это ну, вот реально намек везде, во всем. Вот. Там здесь даже есть формальные намеки, конкретные, буквальные намеки. Вот смотрел уже этот «Мальтийский сокол»? Смотрел, но это был ранний этап моего развития, когда я смотрел «Нуар», и поэтому я его не до конца понимал. Мне гораздо больше нравились типа «Леди Шанхая», там «Биг Слип». Да, я понимаю, про что ты. Как показать, кто убийца, то есть, ну, кто главный злодей, а там ее героиня, они все время, когда она появляется в кадре, она то ли она волосатая, как в Робби, вот, то ли она там стоит, тень от жалюзи и опять в Робби, то она в лифт заходит, закрывается за решеткой. Здесь все так организовано, как будто мы наблюдаем абсолютно простую, естественную французскую жизнь, которая никак не бьет тебе нарочитостью, какой-то олиповатостью и так далее, и так далее. Как ты думаешь, то есть на самом деле мы должны прийти к тому, чтобы все эти символы сквозили как такой легкий ветер через всю композицию? Например, мне очень не нравится вот этот фильм, по-моему, «Святые моторы» называется. Корпорация «Святый мотор». Вот он там вычурно это делает. Очень тяжелое кино. Мне категорически не нравится. Вот это, когда тебе бьет это в глаза. Да, там, возможно, картинка лучше намного, чем вот эта телевизионная, но в этом есть какой-то прикол. Ты же не критикуешь Ханеке за то, что у него бытовая картинка. У него очень бытовая картинка, всегда. А это у него как реальная документация как бы, происходящих событий. Но он этим и берет, потому что ты абсолютно веришь в то, что происходит. Если ты начнешь заигрывать с формой, нарочито показывать, ты не добьешься того внутреннего эффекта. Это смотрите, здесь символ. Да. Круто, когда эти символы, они работают на подсознании. То есть ты сам того не ощущаешь, Да. а зритель считывает одно, другое. А если ты смотришь и не понимаешь, зачем, и как бы не досмотря до концовки выключаешь, значит, ты что-то с символами переборщил, парень, скажем так. Актеры, вот когда им приходится изображать реальную жизнь, они очень часто пытаются добавить что-то. Это проблема основная актеров. Добавить? Добавить. Разбавить, да. Обытовить, То есть сделать то, более что ты реальным. говоришь, когда символы тебе пичкаются режиссером в лицо, то же самое могут делать и актеры. Вот, условно говоря, если им не сказать, что они должны просто реальную ситуацию вот здесь в документальном виде играть, и они начнут добавлять трагедийность, смысл какой-то, то это будет полная труба. Как раз-таки их задача, вопреки смыслу и идее фильма, запутывать зрителя и просто быть вот этой ступенькой погружения в реальность, чтобы уже сами события потом долбанули по голове зрителя. Актеры — это проводники, которые ведут, которые тихонечко так ведут. Но ни в коем случае не должны сболтнуть и сказать, что типа вот тебя что ожидает в конце. Ну, то есть эффект такой фатальности и рока, да, который сам по себе происходит, как, Да. ну, как ты приезжаешь Ты не в забавных играх, и никто не знает, что эти чуваки придут, и Это должна быть сейчас, загадка. да, будет открыта дверь, Иначе они заберут, неинтересно да, смотреть, да. если тебя не удивляют. Запах напалма по утрам. Is this a bad time? I can see you're pretty suave. Клаус — любимый мультик мой. Раньше это был «Стальной гигант». Плакал в конце? Я был растроган. Думаю, да. В первый раз, думаю, плакал. Ты стоять. Че отпираться? Мы, мужики, мы тоже плачем над «Стальным гигантом». Я вот над этим плакал, я каждый раз плачу. Я не могу, просто основная линия вот этого богатыря, к которому приходит главный герой, она просто меня рвет на части, конечно. Мне очень нравится персонаж главного героя, вот этого почтальона, потому что это вылитый я. Я как раз за каким-то таким юмором, стебом пытаюсь скрыть свою какую-то добрую, хорошую натуру и притворяюсь дебилом. Вот, кстати, мы увидели ветерочек, заметьте.
Мы заметили. Он ему указал. На самом деле это не просто ветерочек. Собственно, раскрывает одержимость второго главного героя, вот этого дровосека, который живет в уединении в лесу. И этот ветерочек — это нечто эзотерическое, символическое, потустороннее, нечто волшебное. Это магия определенного образа, допущение. И при том, что здесь рассказывается о том, как зародился Крисмас, про оленей, про всю эту бутафорию, это кино показывает, как могло бы это документально произойти. Например, там их занесло, они там вылетели с трамплина, и вот олени с повозкой их летят по небу, а дети смотрят на это и думают, что это магия. А они показывают, как эти все ребята разбиваются вдребезги, приземляясь и прочее. И мне очень нравится, что такой скептически настроенный герой, он проникает вот сейчас в дом этого Клауса. И, собственно, здесь мы имеем дело как раз-таки с одержимостью, которая была и в фильме «Исчезновение». Этот дровосек одержим какой-то навязчивой идеей, которую он не может отпустить, а именно вот этой травмой. Если там в «Исчезновении» главный герой не мог остановиться искать свою девушку, ему нужно было во что бы то ни стало узнать, что происходит, то здесь он зациклен на том, что жизнь его наказала, она его ограбила от самого ценного, что у него было, и он теперь обозлился и понял, что он никому ничего не должен и не хочет никак помогать людям интегрироваться с внешним миром. И вот путем того, что этот такой странный, нелепый, ненавязчивый главный герой, почтальон, да, который в его жизнь вторгается, и вот это вот немножко магии, как будто это из другого мира, мановение какое-то, такой, я не знаю, добрый вектор, который заставил все сложиться в то, что эти ребята просто запускают такой цикл добра, когда весь мир меняется к лучшему вокруг них. На самом деле есть какой-то, как это называется, я не знаю, трансцендентальное ощущение от этого фильма, что жизнь продолжается и за пределами этого мира. То, как преобразился вот этот дровосек, что он стал Санта-Клаусом, говорит о том, что он тоже переродился, и для него началась новая жизнь. Что он отпустил травму, и он смог изменить свою жизнь к лучшему и получать счастье, пока и он не отправился на тот свет, но даже при этом мы знаем, что он воссоединяется с теми людьми, которых он любит и по которым он скучает. У аниматоров была сложность в большом вот этом деде сделать так, что когда ты первый раз увидишь, тебе его страшно, все эти брови, вот это вот все такое накачанное. А когда ты больше к нему прикипаешь, то эти брови уже отеческими становятся. Вот это вот руки большими, которые можно шею ломать, уже забота тебя, тепло. То есть они специально искали образ, чтобы ты в зависимости от контекста один и тот же образ воспринимал по-другому. А с точки зрения визуального ряда, у тебя есть здесь какое-то вот ощущение, что вот да, это очень круто, или наоборот, нет, это очень просто? Прям идеально для меня прорисованный мультфильм. Ну, то есть, как South Park, я его не могу смотреть из-за анимации. Вот эту херню смотреть прям категорически не могу. Если ты хочешь жить там и быть с этими людьми, оказаться в этом мирке, а я хочу, мне они все нравятся, мне они симпатичны, мне нравится вот эта вся аналоговость, вот эта фактура дерева. То есть для тебя такой критерий выбора, да, ну, твоих ощущений, что если тебе хочется в этот мир, тебе хочется увидеть этих героев или подумать о них, и они тебя держат, то тебе Да, я хочется думаю, туда преимущественно да, за редкими исключениями да, потому что, например, я считаю, что вот эта вот эстетика создалась сейчас, когда очень, темная картинка превалирует. И либо они любят затинтовывать в монохром какой-то. Вот. Очень любят сейчас розовый цвет использовать для клипов. Зеленый в тенях, вот это все. Поэтому не люблю особо вычурность, а вот здесь очень свежая, приятная картинка, мне очень нравится. Запах напалма по утрам. Привет. Привет. Что ты здесь делаешь? Ты меня избегаешь? Или мне показалось? С чего ты взяла? Пробки не берешь? А как ты узнала, где я теперь работаю? А у меня работа теперь такая, следить за людьми. «Адекватные люди 2», которое не должно было быть сиквелом. Это отдельная просто моя история жизни. Я решил поэкспериментировать с формой, с композицией. По монтажу очень хорошо. То есть мне нравится, что ты смотришь одно, а потом раз, это оказывается, это не одно, это другое. Оказывается, мы не досмотрели. Тебе режиссер тогда не дал досмотреть. На самом деле, меня вдохновил фильм «Прибытие» Дени Вильнёва. Когда ты смотришь начало, а потом оказывается, что это конец. На самом деле, это выглядит, как будто мы смонтировали это все в сценарии.
Вот я хотел спросить, у тебя не было такого, ты там наснял 4 часа, я слышал, у тебя была 4-часовая версия. И ты такой, что с этим делать? Надо как-то спасать. И на монтаже порубил. Не, это все в сценарии. Мы сокращали какие-то сцены, которые были слишком длинные, или просто вытаскивали целые сцены. Но не ключевые развязки вот эти, потому что в этом и был суть эксперимента. На самом деле они проваливаются здесь на 5 этажей вниз. Человек говорит какому-то, который упоминает какое-то событие, и это возникает, тут же визуализируется при помощи нас, как бы, филммейкеров для зрителя. Как ты пишешь сценарий, чтобы не запутаться? Также сценарная доска, да, все по событиям. Либо Ты сначала все написал залочиваешь. сценарий, а потом начал экспериментировать. У тебя Я уже не помню, на как я 4 сделал часа это. сценарий? Объем страниц, 250 страниц, это то, с чем мы начали снимать. Это же глупо. Это очень непрактично. Да. Это ужасно, да. Нельзя снимать с такой выработкой, такие объемы, чтобы потом резать. Ну, в целом, то есть сценарий 90 страниц, да, 90-100. Да. Но у нас была интересная тема с первыми неадекватными. Это вообще нонсенс. Во-первых, мы сняли за 14 дней. Весь фильм за 14 Весь дней. фильм первый неадекватный, да. Женя Цыганов, кстати, вот как бы очень помог. Первое кино, как бы, без него вообще не было бы. И во второй части, мне кажется, он такой Мефистофель. Первая смена на первых неадекватных полезного времени 28 минут влезла в кино. 28 за одну смену. Для тех, кто То не есть вы- знает, дешевые сериалы, которые смотрит ваша мама, снимают 15 максимум. И вот у нас была сцена, допустим, в парке. А мы прыгали тут же на эту платформу, где стояла машина. И в процессе переезжали на другую локацию, снимали машинную сцену, дальше снимали опять экстерьер, все на руках, как бы, все быстро, и мы такое большое количество материала смогли отснять. А с Ингрид в первой части мы чуть ли день и ночь как бы были вместе, репетировали, я ее тренировал. И там подготовка была феноменальна, она все знала уже наизусть так, что от зубов отскакивала. Поэтому всем советую... К тебе на 2 недели? Нет, всем советую... Хорошо готовится. Да, хорошо готовятся и очень много репетируют. Хотя вот востребованные актеры, очень сложно им это. Они много хотят зарабатывать денег, в силу этого снимаются в большом количестве всего, что им не хватает концентрации на чем-то основном, чтобы это делать реально классно. Почему я особо медийных не снимаю? Вот именно из-за того, они загружены, им пофигу, они устали, их все воспринимают уже не как, как персонажей, а как известных актеров. Хочу я Сергея Бурунова, свое кино, где он, Сергей Бурунов опять. Нет. Запах напалма по утрам. А как вот, если смотреть, например, условно молодой актер или актриса, как ей все-таки попасть в кино? Сейчас, в эпоху вот этого доступного вот этих медиа, очень легко заявить о себе. Просто себя снимаешь, на крайняк пишешь под себя материал, достаточно короткометражки показываешь всем людям. Я считаю, что актер каждый день, вставая с утра, пока свежие мозги, он должен просто в качестве упражнения снимать, я не знаю, как минимум там 3 дубля какого-то варианта одной визитки. Чтобы у него через год было 365 визиток. Поверьте, одна из них поразит всех кастинг-директоров. Одна из них будет вот волшебный момент, когда получится так, что все охренеют. Ну, естественно, для этого надо показывать друзьям, оценивать это самому, как бы смотреть, о, здесь классно, вообще все сложилось, просто звезды сложились и прочее. Запах напалма по утрам. Я знал, что я сделаю это кино глубоким. То есть я понимал жанр. Я знал, что оно должно трогать, воздействовать, что оно должно иметь внутри пространство, какие-то мысли. В то время как «Гуляй, Вася», я знал, что это будет трэш, я туда не вкладывал ничего и не старался особо. Я получал удовольствие. Насколько ты заморочен на задний план? Есть люди, которым ты доверяешь, и, например, у меня здесь художник-постановщик, с которым я просто поговорил, и он сделал все, как я хотел, потому что этот человек меня понимает, он как правая рука. Вот мы приходили в интерьер, мы смотрели, что какие точки нам больше всего визуально нравятся, а затем расположение героев относительно ровных линий или там мягких линий, или светлого тона, или темного тона. У нас была библия по персонажам, кто на какой фазе, каким характером обладает и как меняется композиционно. И в этой сцене он должен находиться на мягких линиях и на светлых тонах или темных тонах. И были промежуточные фазы, где они как бы находятся в каких-то нейтральных ситуациях и прочее. То есть мы реально прям продумывали по костюму, по вот этим. То, что ты говоришь,
То, что убийцу можно было по формальным признакам узнать, все неадекватные два выстроены вот с такой продумкой, потому что это все соответствовало изменению героев в композиции фильма. Неадекватные люди два являются драмой именно потому, равно как и исчезновение. Потому что главная героиня, она не хочет отпускать, и она идет до конца тогда, когда это уже не имеет смысла. В отличие от первой части, больше драмы, нежели чем комедия. Вот. Запах напалма по утрам. Пишите, пожалуйста, комментарии, оставляйте их под этим видео, ставьте ваши лайки и колокольчики. И любите кино, и смотрите кино. Пока!